Привет, друзья, с вами Алексей Стеклов на канале Видео Ворчун. Я думаю, многие сталкивались с тем, что тормозные колодки при износе перекашивают. Естественно, куча людей скажет: да блин, надо за ними ухаживать, там, следить за состоянием тормозных цилиндров, следить за состоянием направляющих, менять направляющие, там, это всякое такое. Все это понятно. Но мне, как человеку с большим стажем владения, скажем так, русских автомобилей, я никогда в жизни не ездил на ладах, калинах, грантах, всяком таком. У меня была судьба несколько тяжелее, я всю жизнь ездил на москвичах, вот. И там никогда не было проблемы с тем, что колодки перекашиваются и износятся неравномерно. Никогда. Даже если цилиндр закис там тормозной насмерть, он тупо может не работать. Но так, чтобы колодка изнашивалась криво, никогда такого не было. Такого не было никогда на всяких там самых-самых допотопных системах дисковых тормозов. А проблема эта существует в основном у иномарок. Не надо думать, что у меня появилась первая иномарка, и я вот с такой вот проблемой столкнулся и схватился за голову. Такая болячка была на автомобилях, на которых я ездил. Это Passat, Volkswagen, Mazda MPV, Toyota Land Cruiser, правда, праворульный, что там еще, Subaru Legacy, та же болячка, тоже перекашивает колодки и неравномерно их изнашивает. Понятно, что я за ними не ухаживал, но напомню, что Москвич, тот же самый, за которым не ухаживали никогда, он ремонтировался только по факту тогда, когда сломается уже напрочь. У него никогда не перекашивала колодки. И теперь это Nissan Pathfinder, блин, та же самая история. Едем в сервис разбираться, что же за болячка перекашивает эти чертовы колодки. Погнали. Друзья, вся эта фишечка только лишь в том, что производители на иномуриках ставят на направляющие суппортов резиночки. Для меня загадка, что это, зачем они ее туда ставят. Она разбухает и заклинивает. И после этого вы его просто не можете ни извлечь, ни вытащить. И при работе она начинает перекашивать суппорт, то есть тормозить. Мало того, при демонтаже, если вы ее запустите, а вы ее по-любому запустите, при демонтаже вы схватите огромный геморрой. Поэтому я ставлю обычные верхние направляющие вниз, без этого резинового сальника, и совершенно нет никаких проблем. Главное, чтобы ваши пыльнички были в хорошем состоянии на направляйках. Именно благодаря такому подходу колодочки ровненькие. Единственное, что я сейчас сделаю, это счищу старую смазочку. И заложу новую смазочку для суппортов. Друзья, обратите внимание, вот эта вот направляйка была заменена почти год назад в идеальном состоянии. Единственная коррозия появилась как раз в зоне той самой резиночки, которая разбухает и из-за которой клинит направляйка. Делайте выводы.
Ставить буду колодки Зекерт, немецкие, типа сделанные в Китае. Фиг знает сколько проходит, посмотрим. Motherfucking PIMP.